Всем привет-привет, всем приятного времени суток. Я продолжаю записывать короткие ролики на разные темы касательно меня, возможно, Таро. И сегодняшняя тема у нас будет следующая. 3 важные вещи для меня. Для меня как для человека, без привязки к Таро. В прошлом ролике я записывала 3 важные вещи для таролога, в общем. А сегодня запишу лично для меня. Когда я думала изначально, что может быть важным для меня, первую важность я нашла сразу, остальные, в принципе, сложновато как-то отследить. Поэтому я скажу так, что важно для меня вообще, как для человека. Первая вещь – это все, что связано со знаниями любого формата в контексте, конечно же, моих увлечений, да, то есть это может быть эзотерические какие-то познания, это знания непосредственно связанные с мифологией, с философией античности, с древними описаниями, опять же таки, все, что связано с направлением греческом, конечно же, и психологии. Раньше, наверное, лет 30 назад, да, я читала книги по самопознанию, сейчас мне это уже не интересно, сейчас мне не интересно мнение других людей, да, мне уже интересно самостоятельно что-то узнавать, познавать и делать свои собственные выводы. Ну и, конечно же, я опираюсь на, как я уже сказала, да, на знания философов античности. То есть не сама по себе философия мне нравится, а мне нравится как раз-таки то, о чем говорили мои предки. Немножечко шумновато, может быть, да. Вообще человек такой экстремальный на самом деле. Почему? Потому что сейчас день, по-моему, часа 3 либо 4. На улице у нас 38 градусов. Я решила вам сделать такой красивый кадр, выйти на балкончике, да, при свете солнечном. Но на самом деле здесь жара 38 градусов. Вот почему я и говорю, что я экстремал. Не совсем адекватный человек, потому что адекватно, наверное, бы встал пораньше и утром по прохладе бы записывал. Но я все время делаю так, как мне взбредет в голову. Это тоже, наверное, одна из моих важностей. Итак, важность номер 1 – это знание. Недавно я задавала вопрос в телеграм-канале, кто смотрит меня с телеграм-канала, знает, помнит, наверное, этот вопрос, без чего вы не могли бы жить на Земле, либо переформирую немножко по-другому, по-моему, звучал следующим образом, что вас сдерживает на Земле, что вас удерживает, либо за что вы цепляетесь. Кстати, если кто не задавался этим вопросом, задайтесь, очень интересный вопрос, и я его себе тоже задала, и я поняла, что на самом деле меня уже больше ничего не держит. И это как раз-таки в контексте важностей. Когда мы говорим о важности, возможно, мы подразумеваем какие-то ценности. И когда я думала, что же обозначить 2-м и 3-м пунктом, то я прошлась по всем своим, виртуально так, по всем своим сферам и поняла, что, например, финансовая сторона вопроса, да, она нужна, она необходима для реализации моих желаний, она помогает мне приобретать необходимые мне книги, либо какие-то необходимые мне гаджеты. И, конечно же, без финансов, да, сложно было бы жить и покрывать какие-то свои потребности. Но, в принципе, в приоритете у меня финансы никогда не стояли. Что касается профессиональной сферы, то, мне кажется, я наконец-таки нашла свое ремесло, я наконец-таки нашла свое место под солнцем, да, как говорится. Я занимаюсь то, чем мне нравится, и поэтому эта сфера для меня в контексте потребностей, да, закрыта. И поэтому сказать, что это тоже является какой-то прям большой ценностью. То есть если бы, допустим, у меня не было того дела, чем я занимаюсь сейчас, насколько бы я переживала на этот счет, я не знаю, но мне кажется, я бы все равно так или иначе что-то в таком формате бы тоже и делала. Поэтому, что касается здоровья, да, по важности это достаточно значимая для меня сфера, опять же, таки не на первом месте, но поскольку она значима, я ей уделяю достаточно времени, да, опять же, кто подписан на Телеграме, знает, да, что
Я приверженец правильного питания, спорта, вот, периодически делаю анализы для того, чтобы в профилактических целях, да, отслеживать процессы, которые происходят внутри меня. Вот, то есть я всегда за профилактику, но не без фанатизма какого-то. Вот, и поэтому, что касается, мне кажется, сферы здоровья, то что я делаю сейчас, я не делала, конечно же, в молодости. Вот, и остается последняя сфера, которая на протяжении всей моей жизни, она была важна, вот прям на протяжении всей моей жизни, и все уроки, которые я получала в своей жизни, они были связаны так или иначе с личной жизнью. То есть кого-то обучают по деньгам, кого-то по работе. Меня все время обучали в личной жизни по теме отношений. Вот. И наконец-таки я, скорее всего, доросла на каждом этапе, да, жизненном, важном для каждого человека, мы получаем свои уроки. Вот я наконец-таки доросла до такого этапа, когда могу спокойно сказать, что моя личная жизнь, она уже ушла там на второй и на третий, на третью ступень, да, в приоритете. То есть она уже не стала настолько для меня важной и актуальной. Скорее всего, она так же, как и профессиональная, покрыта. То есть, в принципе, все, что я хотела в личной жизни, я для себя добилась, я это имею, и поэтому это, не становится приоритетом. Вот. Но если бы мы просто спросили, вот что важно для меня вообще в взаимоотношениях с людьми, то, наверное, я бы сказала уважение. Вот для меня очень важно уважение. Для меня, опять же таки, видите, когда я говорю про уважение, у меня сразу это ассоциируется с развитием, да, то есть я не люблю глупых людей. То есть кто для меня является глупым человеком? Для меня это те люди, которые живут на автомате. Конечно же, я понимаю, что у каждого свой этап развития, да, каждый живет так, как необходимо его душе. Вот. Но я не люблю людей, которые, знаете, я их даже не могу назвать паразитами, но я не люблю людей, которые живут на автомате, которые не задумываются, чем-то не увлекаются, у которых жизнь, она скучная. И почему я называю людей не тупыми, а именно глупыми? Вот, потому что нам дается такой божественный дар, как жизнь. Вот, в начале я своего пути, да, из своей жизни, я как-то к этому не обращала, скорее всего, на это внимание. Вот. Чем старше становлюсь, тем больше я понимаю, насколько жизнь – это действительно дар. И здесь не в контексте того, что я понимаю, что в какой-то момент, да, моя жизнь закончится в физическом плане, да, и вот у многих людей есть страх перед смертью, у меня нету. Мне кажется, что вот даже если бы и сейчас пришла смерть и сказала, что все, давай пойдем, я бы сказала, хорошо, давай пойдем. Да, то есть у меня страха нет, мне даже любопытно, что будет после. Просто потому что я верю в перерождение души. Вот. Поэтому, опять же таки, уважение мне важно во взаимоотношениях с людьми. Мне важно, чтобы меня окружали люди, у которых интересная жизнь. Интересная жизнь для меня это не значит праздники, веселья и там каждый день что-то происходит. А для меня интересные люди – это те люди, которые действительно умеют жить, умеют наслаждаться моментом, да, получают удовольствие от того, что у них там происходит в жизни. Где-то в чем-то похожи на маленьких детей, открытые, доверчивые, радостные, счастливые. То есть люди, которые действительно умеют жить, в моем понимании, которые пропускают эту жизнь, проживают ее, радуются. Даже если, допустим, что-то негативное случается в жизни, они все равно даже негативные эмоции проживают, да, то есть не зажимают их, как-то, знаете, то есть если бывают моменты, когда человек впадает в уныние, да, то в некоторой степени он даже и наслаждается этим унынием. То есть осознанно, мне нравятся осознанные люди. Вот. К другим я могу сказать, что вот, вы знаете, я стараюсь больше обращать, скорее всего, взращивать в себе некую такую лояльность ко всему, что меня окружает, особенно если это разнится с моими какими-то взглядами, какими-то убеждениями, да, то есть
Есть, конечно же, и другие люди, да, в моем окружении, но мне нравится за ними просто наблюдать, но вот сказать, что как-то вот мне хотелось бы с ними повзаимодействовать, нет. Раньше у меня был очень также инстинкт спасателя, да, всем покажу, всем расскажу. Сейчас в большей степени я вот замечаю за собой, что я вхожу в позицию наблюдателя. То есть если я вижу, что что-то происходит, я просто делаю шаг назад и наблюдаю, что будет, как будет. Стараюсь не вмешиваться, стараюсь не влазить. И просто потому, что понимаю, что все, что происходит, имеет свои какие-то смыслы, вот, и как-то мешать и внедряться в ситуацию вот мне не хочется. Есть, конечно же, да, ситуации, когда я принимаю участие, но, как правило, в большей степени мне нравится наблюдение. Поэтому в взаимоотношениях с людьми мне нравится уважение, мне нравится взаимность обязательно. Вообще я люблю людей с открытым сердцем, да, которые вот, живые люди, понимаете? То есть если они расстаются, они расстраиваются. Если они радуются, они радуются. Если они там, не знаю, горюют, они горюют. Может быть, где-то в чем-то это и крайности для меня, но в любом случае люди, которые не зажимают свои эмоции. Вот, это для меня живые люди. Еще что для меня важно, вы знаете, да нету больше ничего, чтобы было для меня важного, если вот мы касаемся, например, сфер. Если в общем по жизни, вот если бы, наверное, меня спросили несколько лет назад, я бы начала там перечислять, что для меня важно, что для меня значимо. А сейчас я все больше прихожу к такому пониманию, что меня уже не держит в жизни больше ничего. Это не говорит о том, что я отказываюсь от жизни и не хочу больше жить, ни в коем случае. Единственное, что меня держит в этой жизни, это сама жизнь. Вот, это, то есть, на что я хочу сделать акцент, на то, что стараюсь проживать эту жизнь таким образом, чтобы вот все, что я хочу сделать, все, что я хочу реализовать, я это реализовываю. Там, где я хочу побывать, я стараюсь, ну, по мере своих возможностей, да, бывать. То есть делать то, что хочу, то, что мне нравится, как мне нравится. И стараюсь не привязываться ни к чему и никому. То есть даже мое дело, да, мое ремесло, которое я очень сильно люблю, но если вдруг случится так, что в какой-то момент, не знаю, меня лишат этого, то да, мне это будет неприятно, но это не показатель того, что вот прям на этом будет прям конец моей жизни и все. Нет, стараюсь жить. Просто намного проще, намного легче это то, к чему я стремлюсь. Поэтому для меня самое важное – это непосредственно сама жизнь и знания. Вот знания для меня важны. Привязываюсь ли я к ним? Да нет, не привязываюсь, но они имеют приоритет в моей жизни. Поэтому как-то так, отвечая, да, на 3 важные вещи для меня, я их озвучила. Кто-то может сказать, что, возможно, я упустила для большинства людей самую важную сферу – это семья. Здесь я могу сказать, что, наверное, мои взгляды на понятие семьи, они могут отличаться от общепринятых, поэтому я их озвучивать не буду. Вот. Но единственное, что скажу, что, наверное, эта сфера, она тоже у меня закрыта. И так получается, что по факту, ну, в принципе, за исключением, наверное, финансов, да, все остальные сферы у меня покрыты. То есть все, что я хотела, я это имею, да, либо это уже прожито мною. Вот. Но, в принципе, это то, что я имею. И получается тогда, что я достигла, да, покрыла все свои сферы, за исключением, ну, пока на данном этапе, да, финансов. Вот. У меня нет каких-то больших таких заоблачных амбиций в контексте финансов, просто есть кое-какие желания, на которые, возможно, нужны достаточно крупные вложения финансовые. Вот. Поэтому эта сфера, мне кажется, она еще не покрыта. Ну, если она остается последней, значит, есть к чему стремиться, значит, именно в этой сфере
на эту сферу мы сделаем на данном этапе акцент. Если вам будет интересно, напишите 3 своих важных, не знаю, моментов, ценностей, вещей, не знаю, что хотите, да, что-то, что важно для вас в комментариях. Может быть, в чем-то мы с вами будем созвучны. Вот, и напишите, насколько вам вот такой вот формат коротких роликов тоже интересен. Причем я так понимаю, что не только Таро, но и, возможно, что-то обо мне хотите знать, тоже можете написать в комментариях. Если я посчитаю нужным, что я готова ответить на эти вопросы касательно своей жизни, то, конечно же, отвечу. Раньше я была более открытой и делилась. Сейчас я фильтрую, что нужно и говорить, а что нет. Как-то так. Прощаюсь с вами. Всем пока-пока.